Всем доброго, хорошего дня моим подписчикам и просто гостям. Сегодня мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть на тот канал. Ссылочку вы найдете в описании под этим же видео. А на этом канале я вам сегодня подготовила шикарный узор. Относить его в плейлист «Простые узоры», конечно, я не буду. Над этим узором нужно будет немножко поработать. Но без испуга, исполняется он не так уж и сложно, и я попетелищно вам все сегодня покажу. Образец, который вы видите на экране, я связала из тонкого хлопка турецкого производства. Это хлопок Лилу. И крючком японского производства фирмы Тулип номером 1,1. 1,1 – это размер головки крючка в миллиметрах. Исполнять сегодняшний наш образец мы будем чуть-чуть пряжей потолще, чтобы нам было удобнее, вернее вам было удобнее, лучше видны петельки в камере. Это будет хлопок бегония. И крючок я для этого возьму той же фирмы номером 1,5. Наш узор будет состоять из одного цветка в ширину в раппорте и 4 ряда в высоту вместе с шахматным порядком. Основных у этого узора будет 2 ряда. Давайте принимаемся за работу, набираемся терпения, внимание на экран. Набираем первую петельку. Хорошенько затягиваем узелок и вяжем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Отметили последнюю связанную петельку. Вяжем еще 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Делаем 2 накида на крючок. Возвращаемся в отмеченную петельку и провязываем столбик с 2 накидами. Теперь крючком под низ образовавшейся этой арочки провязываем столбик без накида, и у нас разворачивается вязание. Вяжем теперь 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4 и 5. И возвращаемся в эту арочку. Это будет основание нашего цветка. Вяжем столбик с 5 накидами. И провязали эти 2 петельки вместе. Еще раз 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4 и 5. Снова из этой же арочки провязываем столбик с 5 накидами. 1, 2, 3, 4 и 5. И закрепили вместе эти петельки. Мы связали один столбик и второй столбик. Нам нужно связать еще 3 таких же столбика. Делаем 5 накидов на крючок. Возвращаемся в наш центр и вяжем столбик с 5 накидами. Соединяем вместе 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем 4 столбик с 5 накидами. И у нас остается связать еще один. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем столбик с 5 накидами. И теперь
После этого мы вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И возвращаемся в наш центр, наше основание цветка. Вяжем соединительный столбик. Подтягиваем все эти петельки. Эти петельки, этот центр у нас должен быть тугой. И вяжем следующий лепесток цветка. Снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И опять мы вяжем 5 столбиков с 5 накидами. Связали все 5 столбиков и теперь снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И заходим в основание, провязываем соединительный столбик. И снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И точно так же мы повторяем в это же основание еще 5 столбиков с 5 накидами. Связали все 5 столбиков. Теперь снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в основании провязываем соединительный столбик. Мы связали лепестки, 3 лепестка под наш цветок. И вязали мы их в обратную сторону от направления вязания. Теперь мы разворачиваем вязание опять и, заходя под первую же цепочку, вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Мы обвязали ребро лепестка. Теперь у нас впереди 5 столбиков, и над каждым столбиком мы должны связать пико. Заходим над первым столбиком, провязываем столбик без накида, вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. И возвращаемся, захватывая 2 дужки. Замыкаем пико. Переходим на следующий столбик и снова 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Возвращаемся, захватываем 2 дужки этого столбика, замыкаем соединительным столбиком пико. И теперь мы подошли к третьему пико, это центральное. Вяжем столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли. И нам вот эту вот первую цепочку нужно присоединить. Мы заходим в первую петельку цепочки, подхватываем оставленную петельку и присоединяем, протягивая через петлю наше среднее пико к цепочке. Теперь вяжем 2 воздушные петли. Возвращаемся
к нашему столбику мы должны замкнуть это среднее пико, подхватывая две дужки. И теперь переходим. У нас еще остается связать 2 пико. 1, 2, 3, 4 и закрыли пико. И последнее. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И, подхватывая две дужки этого же столбика, закрываем пико. И переходим под следующее ребро нашего лепестка, нашего цветка. Вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Связали 11 столбиков. Теперь мы крючком входим в основание нашего цветка, делаем соединительный столбик, переходим под первую цепочку нашего следующего лепестка, тоже делаем соединительный столбик, провязываем эту петлю и считаем ее как первый столбик без накида. 1, 2 и 3. Связали 3 столбика без накида, оставили петельку на предыдущем лепестке, отсчитываем на ребре 1, 2 и в третью петлю. Мы протягиваем эту петельку. Мы связали на ребре 3 столбика без накида и теперь довязываем 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И снова подошли. У нас впереди 5 столбиков. Над каждым мы свяжем пико. Связали все 5 пико, и теперь мы обвязываем следующее ребро лепестка. Мы вяжем под цепочку 11 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь опять мы входим в основание крючком, делаем соединительный столбик, переходим под следующий лепесток, первая цепочка, ребро, мы снова делаем соединительный столбик и провязываем эту петлю, считаем ее 1, 2 и 3. Оставили эту петлю и на предыдущем ребре в третью петельку эту петлю протягиваем и довязываем ребро. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Снова у нас 5 столбиков, значит над каждым мы вяжем пико.
И у нас остается обвязать последнее ребро. Вяжем 11 столбиков без накида. И обязательно из основания сделали соединительный столбик. Теперь у нас получается цветок смотрит вниз. Мы вяжем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Связали, оставили эту петлю. Заходим в центральное пико и эту оставленную петельку протягиваем. Эти цепочки, эти перетяжки у нас будут прятаться с изнаночной стороны. Вот они. Мы связали с вами первый раппорт. Это первый цветок нашего красивейшего узора. И теперь делаем повторение. Отсюда мы вяжем одну петельку как между цветами для того, чтобы не стягивало у нас потом. И теперь мы снова вяжем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Отметили петельку. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок. Из отмеченной петельки провязываем столбик с 2 накидами. Мы снова сделали основание под следующий цветок. Теперь мы крючком с изнаночной стороны под низ вошли, связали столбик без накида, и у нас опять развернулось вязание, и мы листочки цветка будем вязать в другом направлении. Будем вязать по направлению влево. Вяжем отсюда 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь в первом лепестке нам нужно связать 5 столбиков с 5 накидами. 5 накидов на крючок. Входим в основание, вяжем первый столбик. И соединили. Снова 1, 2, 3, 4, 5. Снова из основания вяжем столбик с 5 накидами. Раз, два, три, 4, 5. Снова из основания столбик с 5 накидами. Уже есть 3, еще 2. Связали все 5 столбиков и теперь вяжем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Возвращаемся в основание, вяжем соединительный столбик. Мы связали первый лепесток, и нужно в этот же центр повторить еще 2 таких же лепестка. Повторяем их самостоятельно. Связали все 3 лепестка уже второго цветка. Закончили наш 1, 2 и вот уже закончили 3-й лепесток. И теперь мы разворачиваем вязание и вяжем в нормальном направлении вязания. Под первое ребро мы вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 и 11. Теперь у нас 5 столбиков, значит должно быть 5 пико. Вяжем первое пико из первого столбика. Из второго столбика вяжем второе пико. И третье пико у нас центральное. Провязали столбик без накида. Теперь вяжем 2 воздушные петли. 1 и 2. И это пико мы должны присоединить к нашему предыдущему раппорту. Вот в это место мы заходим в такое же центральное пико нашего цветка предыдущего, подхватываем нашу оставленную петельку, протягиваем ее, теперь вяжем 2 воздушные петли, закрываем дальше наше пико, захватывая 2 дужки столбика, из которого мы вязали это пико, вяжем соединительный столбик и продолжаем вязать еще 2 пико. На 4 воздушные петли. И дальше мы обвязываем следующее ребро этого же лепестка, вяжем 11 столбиков без накида. Связали. Теперь мы обязательно заходим в основание нашего цветка, делаем соединительный столбик. Теперь переходим под первую цепочку нашего следующего лепестка и тоже делаем соединительный столбик и провязываем эту петлю, считаем ее 1, 2, 3. Оставили петельку. На предыдущем ребре находим третью петельку и делаем присоединение. И продолжаем обвязывать ребро. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь у нас над столбиками 5 пико над каждым столбиком. И перешли под следующее ребро. Вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Опять не забываем зайти в основание нашего цветка, сделали соединительный столбик. И теперь под ребро нашего последнего лепестка, это первая цепочка, вяжем тоже соединительный столбик и провязываем эту петлю 1, 2 и 3. Оставили петельку, на ребре третья петля, соединили ребра между собой и довязываем это ребро. Опять вяжем пико над каждым нашим столбиком.
И под ребро лепестка снова 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Из основания соединительный столбик и вяжем цепочку на 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Связали, завели ее за лепесток, оставили петлю, вошли крючком в центральное пико, подхватили эту петлю и провели ее через пико. И мы с вами связали второй раппорт. Раппорты у нас соединены между собой. И вот так вот раппорт за раппортом набирается нужная вам ширина. Я для показа вам свяжу еще один. Просто повторю такой же раппорт. А дальше будем разбираться. Ну вот, мы связали с вами первый ряд, 3 раппорта в ширину. Это лицевая сторона. И вот так вот выглядит изнаночная сторона. Только лишь вот эти цепочки, где мы делаем переходы. И сейчас мы будем с вами вязать второй ряд. Это банальные арочки из воздушных петель, только нужно их правильно уложить. Подхватываем последнюю петельку. И вяжем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3 и 4. Разворачиваем вязание. И теперь мы заходим в петельки под пико на ряд ниже, захватывая 2 дужки под этим пико и провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Посередине вот этого вот ребра провязываем столбик без накида. И снова вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Опять посередине ребра провязываем столбик без накида. Снова вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Подходим к вершинке лепестка под первым пико. Опускаемся на ряд ниже, подхватываем 2 дужки, провязываем столбик без накида. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Одно пико пропускаем. Под следующим пико снова провязываем столбик без накида. Опять провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И под последним пико провязываем столбик без накида. И теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. На ребре посерединке мы провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И на ребре посерединке столбик без накида. Мы с вами обвязали цепочками, вот такими вот арочками, первый раппорт. Между раппортами у нас тоже будет арочка из 5 воздушных петель. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и переходим к следующему раппорту. На ребре следующего цветка
Вяжем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И на следующем ребре столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь опять мы подошли к вершинке. Под первым пико подхватываем 2 дужки, провязываем столбик без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Одно пико пропускаем. Под следующим, под центральным получается. Опять захватываем 2 дужки и провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4. И одно пропускаем. Под последним пико опять вяжем столбик без накида. И теперь мы переходим на ребра. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Посерединке ребра вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И посерединке следующего ребра вяжем столбик без накида. Между цветами, между раппортами тоже арочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И обвязываем последний наш цветок. Мы подходим к концу уже нашего ряда. В конце мы вяжем 2 воздушные петли. Теперь 3 накида на крючок. Заходим в наше среднее пико, там где мы присоединяли цепочку, и вяжем столбик с 3 накидами и замыкаем. Мы с вами связали уже второй ряд, обвязали наши цветы арочками. Это изнаночная сторона. На вершинках наши цепочки, наши арочки будут прятаться за вершинки наших цветов. И отсюда мы должны связать уже 3-й ряд нашего раппорта в высоту. Это будет практически все то же самое, но мы будем располагать уже наши цветы в шахматном порядке. И, соответственно, по бокам у нас должны вывязываться уже половинки нашего цветка. Давайте это вместе свяжем. С этого угла вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Делаем 4 накида на крючок. Заходим в следующую арочку и провязываем столбик с 4 накидами. Мы сделали подъем и сейчас будем делать основание для полуцветка. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Возвращаемся к началу цепочки. В соединении захватываем 2 дужки и делаем соединительный столбик. Теперь крючком с изнаночной стороны заходим в наше основание для цветка, провязываем столбик без накида. У нас развернулось вязание и вяжем первый лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. Теперь 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И из этого колечка, из основания вяжем столбик с 5 накидами.
Мы сейчас будем повторять лепесток цветка. Это был первый столбик с 5 накидами. Вяжем еще 4. Связали все 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Возвращаемся в основание, провязываем соединительный столбик. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь мы будем вязать половинку лепестка. 5 накидов на крючок. Вяжем столбик с 5 накидами. Второй столбик с 5 накидами. И третий столбик с 5 накидами. Отсюда делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. В первый же столбик без накида мы вяжем пико. Провязали столбик без накида. Теперь 4 воздушные петли. И замыкаем по 2 дужки пико. В следующий столбик без накида опять вяжем такое же пико. И в следующий столбик без накида опять вяжем такое же пико. 1, 2, 3, 4 и закрыли пико. Теперь мы обвязываем ребро этого полулепестка. Вяжем 11 столбиков без накида. Заходим в основание, делаем соединительный столбик, переходим под следующий лепесток, соединительный столбик, провязываем эту петлю, считаем ее 1, 2 и 3 столбика без накида. Оставляем петельку, присоединяем к предыдущему ребру, тоже в третью петельку на ребре и довязываем 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Здесь у нас вяжется над каждым столбиком 5 пико в каждый столбик. И обвязываем ребро. Здесь вяжется 11 столбиков без накида. Заходим в основание, соединительный столбик. Теперь вяжем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Оставили эту петельку. На последнем лепестке заходим в центральное пико, подхватываем эту петлю и одновременно мы сейчас будем присоединять к вершинке нашего
предыдущего ряда. Здесь у нас над вершинкой есть 2 арочки по 4 воздушные петли. Мы делаем сейчас 2 накида на крючок, вяжем столбик с 2 накидами, снова 2 накида на крючок, переходим в следующую арочку, вяжем столбик с 2 накидами. Теперь эти столбики и цепочка 3 петли мы провязываем вместе, и эту петлю мы протягиваем через наше пико. Вот таким образом мы присоединили к вершинке наш лепесток, и он у нас присоединился так, что не будет накрывать предыдущий ряд. И теперь переходим. Сейчас у нас здесь посередине будет вязаться полный цветок. Мы вяжем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Делаем 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. Вот у нас есть между раппортами 1, 2, 3 арочки. Сделали 4 накида на крючок. Начиная с первой арочки вяжем столбик с 4 накидами. И оставили петельку на крючке. Снова 1, 2, 3 и 4. Теперь посередине арочка тоже вяжем столбик с 4 накидами. Оставили петельку на крючке. И 1, 2, 3, 4. И следующая арочка снова столбик с 4 накидами. Связали 1, 2, 3 столбика с 4 накидами. Теперь все эти петельки вместе соединяем в одну петлю и вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И делаем колечко основания для нашего цветка. Мы возвращаемся к этому сплетению и подхватываем. Первую дужку пропускаем, вторую дужку пропускаем, третью и четвертую дужку. Делаем соединительный столбик. У нас получилось основание уже для цветка. Теперь с изнаночной стороны заходим крючком и провязываем столбик без накида. У нас разворачивается вязание. И в это основание, как вы понимаете, мы вяжем наш полный цветок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. Теперь мы вяжем 5 столбиков с 5 накидами. Связали все 5 столбиков, и теперь цепочка 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И зашли в основание, сделали соединительный столбик. Мы связали первый лепесток. В этом же направлении мы вяжем еще 2 лепестка, вяжем их самостоятельно. Связали все 3 лепестка, и теперь мы в обратную сторону будем их обвязывать. Подхватили петельку, разворачиваем вязание и под первую же цепочку вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
6, 7, 8, 9, 10 и 11. 5 столбиков у нас впереди. Над каждым должно быть пико. Подошли к среднему пико. Теперь вяжем 2 воздушные петельки, и этот лепесток нам нужно присоединить к нашему угловому, к нашей вот этой вот половинке. Мы заходим в пико предыдущей этой половинки, в центр нашего пико, заводим лепесток, цепочка у нас остается за лепестком, подхватываем петельку пико и проводим ее через пико предыдущего раппорта. Вяжем 2 воздушные петли. Теперь закрываем пико и вяжем еще 2 пико. Связали, и теперь у нас обвязывается ребро. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Из основания мы всегда делаем соединительный столбик, переходим под следующий лепесток, под первую же цепочку, вот она. Мы тоже делаем соединительный столбик и провязываем эту петлю, вяжем 2 и 3, оставляем петельку и в 3 петлю предыдущего ребра присоединяем эту петлю, вяжем еще 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 столбиков без накида. И сейчас у нас здесь опять в каждом столбике будут пико, обвязывается ребро и обвязывается точно так же последний 3 лепесток. Вы обвяжете этот лепесток самостоятельно. Мы дойдем до вот этого вот места и дальше опять будем вязать вместе. Обвязали наш цветок, и теперь нашу вершинку нужно присоединить к этой вершинке, но мы уже это делали, сделаем еще раз. Она присоединяется у нас специфически. Вяжем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Оставили петельку, зашли в центральное пико и подхватили эту петельку. Ее еще пока не протягиваем. Теперь делаем 2 накида на крючок. Над вершинкой выбираем наши центральные 2 арочки. Вяжем из одной арочки столбик с 2 накидами. Теперь из второй арочки столбик с 2 накидами. Эти 3 петельки вместе теперь мы провязываем и протягиваем через пико. Таким образом у нас присоединился наш лепесток над вершинкой. Мы связали с вами полный раппорт, располагаю его в шахматный порядок, и у нас остается связать еще один такой же раппорт полный, вы его уже свяжете с вами, и с этой стороны мы будем вязать половинку. Отсюда мы снова вяжем 11 воздушных петель,
столбик с 4 накидами из этой арочки, столбик с 4 накидами из этой арочки, столбик с 4 накидами из этой арочки. Потом мы вяжем основание для цветка и, разворачивая на изнаночную сторону, другую сторону, вяжем лепестки. Потом, разворачивая снова, мы обвязываем эти лепестки. В процессе обвязывания присоединяемся вот здесь. Вот это место мы с вами уже вязали. Вяжем вот этот вот центральный лепесток самостоятельно. Связали с вами второй полный раппорт, и у нас остается связать зеркально еще вот такую вот половинку с этой стороны, что мы сейчас вместе и сделаем. Подхватываем последнюю петельку, мы присоединили уже лепесток к вершинке, и теперь вяжем 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь делаем 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. И из вот этой вот арочки между лепестками мы вяжем столбик с 4 накидами. Оставляем его петельку на крючке. И теперь делаем 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И из вот этой вот арочки вяжем столбик с 5 накидами. Соединяем все эти петельки вместе. Теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Захватывая вторую дужку и третью дужку, мы делаем соединительный столбик. У нас получается основание для цветка, для полуцветка. Теперь с изнаночной стороны, разворачивая вязание, вяжем столбик без накида, и у нас теперь вяжется зеркально половинка цветка. Мы вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь 1, 2, 3, 4, 5 накидов на крючок. Вяжем столбик с 5 накидами. 1 и еще 1. И у нас получилось 3 столбика с накидом, 1 подъемный и еще 2 столбика с 5 накидами. Теперь 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Возвращаемся в основание, делаем соединительный столбик и вяжем еще один полный цветок. Вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 5 накидов на крючок. Вяжем столбик с 5 накидами. Еще 4 таких же столбика с 5 накидами. И 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вернулись в основание, сделали соединительный столбик. Развернули вязание и обвязываем наше ребро. 11 столбиков без накида.
Теперь вяжем пико над каждым столбиком с 5 накидами. Второе пико. И третьим пико мы будем присоединяться к предыдущему раппорту. Связали 2 воздушные петли. В предыдущий раппорт входим в пико и протягиваем нашу оставленную петельку. Дальше вяжем 2 воздушные петельки, закрываем наше пико и продолжаем. У нас еще 2 пико. Это первое и еще одно, второе после центра. Теперь обвязываем это ребро. 11 столбиков без накида. Из основания обязательно не забывайте сделать соединительный столбик и переходим под ребро нашего последнего полуцветка. Тоже делаем соединительный столбик, провязываем эту петлю, считаем 1, 2 и 3. Оставили петлю, на предыдущем лепестке в третью петлю вошли, присоединились, протягивая и довязываем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И здесь мы вяжем еще 3 пико. 1, 2, 3, 4. Это было первое пико. Над вторым столбиком второе пико. И можно, заходя прямо под цепочку последнюю, вяжем третье пико. И что ж, мы с вами связали полный раппорт. Сейчас я попытаюсь его поправить хоть немножечко. Вот перед вами полный раппорт нашего узора. Пока вот эти вот половинки у нас торчат в стороны, но когда мы будем переходить уже на следующий раппорт, на повторение, оно у нас опять все соберется в кучку. И давайте сделаем этот переход. Отсюда вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И под последний столбик вяжем столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И посреди нашего ребра столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И снова посередине ребра следующего столбик без накида. Между лепестками, между цветами, между раппортами тоже арочки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Перешли столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. На следующем ребре столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Под первым пико провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Пропуская одно пико под следующим, по центру, снова провязываем столбик
без накида. И раз, два, три, четыре. И под последним пико снова провязываем столбик без накида. И снова вяжем арочки по 5 воздушных петель. Здесь на верхушке у нас по 4 воздушные петли арочки. И доходим до вот этого вот места. Здесь закончим вместе. И вот мы подходим уже к концу ряда. Вяжем последнюю арочку из 5 воздушных петель. Не последнюю, предпоследнюю. Раз, два, три, четыре и 5. На ребре столбик без накида. Раз, два, три, четыре, 5. И вяжем столбик без накида под первым пико. И здесь раз, два, три, четыре. И под последним пико провязываем тоже столбик без накида. Я, конечно, поспешила вам пару минут назад сказать, что мы закончили раппорт. Вот только лишь теперь мы закончили раппорт. Еще связали второй ряд полураппорта. Это арочки, которыми мы собрали все эти цветы в кучу. И отсюда теперь мы сделаем переход уже на следующий раппорт. Вяжем одну воздушную петельку, переходим в арочку, провязываем столбик без накида, вяжем раз, два, три, 4 воздушные петли, 2 накида на крючок. Из этой же арочки вяжем еще раз столбик с накидом. И теперь вяжем 11 воздушных петель. Вот это вот мы подняли уголок. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И у нас получается повторение первого ряда. 4 накида на крючок. Вяжем столбик с 4 накидами. Раз, два, три, 4. Посередине арочка. Снова столбик с 4 накидами. И еще раз столбик с 4 накидами из следующей арочки. Провязали все эти петли вместе и вяжем основание для нашего цветка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и 8. Замыкаем это колечко. Первую дужку пропускаем, вторую дужку пропускаем, берем третью и четвертую дужку этих цепочек. Делаем соединительный столбик. С изнаночной стороны, заходя крючком, сразу же разворачивается вязание. Провязываем столбик без накида и вяжем лепестки в обратную сторону. Получается у нас 3 лепестка, 8 воздушных петель, 5 столбиков с 5 накидами и 8 воздушных петель. И так повторить еще 2 раза. Связали все 3 лепестка. Теперь разворачиваем вязание и обвязываем эти лепестки. Обвязываем первое ребро. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбиков без накида. Теперь над каждым столбиком у нас пико.
и центральное пико. Вяжем 2 воздушные петли. И вот мы с вами вязали 2 столбика с 2 накидами. Берем петельку этих столбиков, это угловая петелька, и присоединяем нашу оставленную петлю. Получилось, что мы лепесток присоединили к углу. Но дальше я думаю, что уже не обязательно вам показывать. Здесь мы довязываем наш лепесток, довязываем еще пико. И сейчас уже теоретически я вам еще скажу несколько слов. Здесь обвязываем ребро. 11 столбиков без накида. И я на этом останавливаюсь. Давайте посмотрим. Вот я разложила перед вами наше все связанное. Вот наш недовязанный цветок, который мы только что его вязали. Дальше мы продолжаем обвязывать этот цветок. Потом 11 воздушных петель. Здесь мы присоединяемся. Вот эти вот арочки, как вы помните, я вам показывала. И отсюда снова будет 11 воздушных петель, столбик с 4 накидами, столбик с 4 накидами, столбик с 4 накидами. Основание для следующего цветка. И точно так же мы перейдем еще на третий раппорт, а присоединение здесь у нас будет точно так же. Вот смотрите, у нас под пико есть арочка, и в эту арочку мы провяжем 2 столбика с 2 накидами, присоединяя последний вот такой вот лепесток. Надеюсь, настолько смогла, настолько вам объяснила, как это вяжется. Несложно. Только немножко внимания и понять вот эту вот конфигурацию этого цветка, не столько самого цветка, сколько его присоединения. Ну что ж, давайте посмотрим, как всегда, в конце большой раппорт и порассуждаем, а что же можно связать таким узором. Ну вот перед вами снова большой раппорт. Конечно, разница между раппортами в том, что та нитка была потолще и получались крупные цветы. Эта ниточка тоненькая, цветочки, соответственно, у нас более тонкие. Но все зависит от того, что вы захотите таким узором связать. А я бы предложила таким узором прежде всего, сразу же говорю, что мне очень хочется связать этим узором красивейшую, богатейшую шаль на ангоровой пряже. На ангоровой пряже цветы или же кашемировой пряже. На этих пряжах получатся цветы более крупные, и шаль будет просто изумительно красивая. Также этот узор можно использовать в различных отделках. Это и манжеты, это и подолы, это и кокетки, как и в платьях, так и в других вещах. Возможно, кто-то захочет связать купон, к примеру, нижний к шторе или же к скатерти. Я наговорила вам очень много, но думаю, что вы и без меня разберетесь, что вы захотите связать таким узором. Жду ваших предложений. Мне очень интересно услышать, у кого появятся какие идеи. Конечно, это напишет мне тот, кто вместе со мной прошел этот мастер-класс и досмотрел это видео до конца. Надеюсь, узор вам понравился. Он действительно получился очень богатый и очень шикарный. А я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.